Всем привет, вы на канале Дифи, и это новый ролик, в котором мы посмотрим гараж блогера, а именно мой гараж, в котором я вам покажу, что вообще имеется, сколько стоит автомобиль, расскажу интересные факты про каждый автомобиль, какой мне нравится самый большой, который я вообще хочу продать. Но перед этим порекомендую вам перейти в мой телеграм-канал, который я недавно создал, и там будет совсем скоро пост, в котором вы можете предложить свой аккаунт на обзор, на настройку, на прокачку. Так что все условия будут там, переходите, подписывайтесь. Я думаю, телеграм-канал это полезная штука для связи с вами. Ну и давайте приступим к самому ролику. Что вообще и как? В этом ролике я вам покажу автомобили свои и сразу расставлю критерии, когда их покупал, стоят они сейчас что-то в моем гараже или не стоит, катаю я на них или не катаю. Возможно, сделаем пару тестовых заездов. Ну а с вас лайк и подписка, и мы начинаем данный ролик. Ну и первый автомобиль, который вы сейчас видите перед экраном, это ЗАЗ 968. Да, он не в стоке, а в уличном. Этому автомобилю уже 4 месяца. И с ним много чего успело произойти. Во-первых, я на нем катал в стоке, потом я сделал с него свап, катал в свапе, потом перепаковал. В общем, много чего с ним происходило, но это еще не конец его жизни, так как совсем скоро я собираюсь перепаковать автомобиль, ну не перепаковать, а в общем взять заново с него кузов и сделать еще один свап. Давайте я вам покажу его характеристики. В целом мне очень нравится данный автомобиль, но хочу его свапнуть в какой-то интересный класс. Свои предложения вы, как всегда, можете написать в комментариях. На данный момент автомобиль стоит, и я на нем не езжу. Просто пока стоит, ждет своего момента. Так как нужны баксы, монеты, чтобы начать новый проект. Ну и в принципе про данный автомобиль я все, что хотел, рассказал. Никакие детали на нем не установлены. Да, прокачан немножко двигатель, но это не делает данный автомобиль каким-то интересным. И поэтому мы сейчас перейдем к следующему экспонату. Свои догадки, что это за автомобиль, можете написать в комментариях. Надеюсь, кому интересен данный проект, вы поддержите меня, чтобы я делал что-то еще с этим автомобилем. Ну и в общем, давайте смотреть на следующий автомобиль. Следующий автомобиль тоже довольно интересный. Это у нас Lada Priora Sport. Данному автомобилю я уже честно не скажу сколько, наверное месяца 3, ну плюс-минус. На автомобиле у нас 1445 лошадиных сил, задний привод и не совсем большой пробег. Да, тачка, я катаю на ней ПДД и иногда турниры, больше она просто по факту стоит. Вообще все детали на ней установлены, осталось ее докачать только лишь чертежами. Да, автомобиль еще и настроен. Сейчас у нас большинство чертежей в оранжевом прокачаны, а большинство в желтом. Ну, все-таки оранжевого больше, чем желтого. То есть большинство чертежей, короче, оранжевые на данном автомобиле. Больше по данному автомобилю пока ничего не могу сказать. Я знаю, что совсем скоро он будет не топом. Но пока эта тачка топовая, я буду хранить ее в гараже, а потом постараюсь ее перепаковать. Есть у меня стоковый Lanos, но этот автомобиль не стоит вашего внимания, и давайте сразу перейдем к Audi 80 Quattro. Кстати, когда я перепаковал ЗАЗ, я сделал вот это вот Quattro с его деталей. В общем, у Audi у нас 2438 лошадиных сил. Автомобиль довольно прикольный, на нем я очень часто катаю ПДД, автогонки, турниры. То есть это самый востребованный автомобиль на моем аккаунте, и на нем самое больше лошадок. Как видите, тут уже есть некоторые детали, которые прокачаны по чертежам Full, а так все остальные детали прокачаны оранжевыми чертежами. То есть осталось их докачать до красного, и уже тачка будет фуловая. Настроено все, короче, с ней топ. Хочу найти на нее интересный винил, но на iOS нету каких-то интересных, красивых винилов под данный автомобиль. Возможно, если вы играете на iOS платформе и хороший винильщик, нарисуйте что-то интересное на данный автомобиль, и обязательно установлю. Просто напишите мне в описаниях ID винила. Ну и перейдем к следующему нашему варианту, не варианту, а автомобилю. И это Mercedes-Benz AMG E63 на 1416 лошадиных сил. И автомобиль я не так уж давно делал.
автомобилю месяца 2, даже может быть меньше. Он еще не прокачан, допустим, движок прокачан не полностью, не хватает некоторых деталей. По турбо все стоит так же самое с подвеской. В общем, только по двигателю автомобиль не прокачан. Ну а также самая нехватка чертежей. Как видите, большинство деталей прокачаны синими чертежами и есть некоторые фиолетовыми. Но автомобиль вообще еще надо качать, прокачивать. И возможно данный автомобиль заедет в топ, так как на нем есть уже плюс-минус настройка. Палить я не буду, поэтому КПП перед роликом я поменял. Ну а в целом автомобиль неплохо настроен, и сейчас я покажу, как он едет. Тачка довольно прикольная, и она одна из моих любимых на данном аккаунте. Не в плане того, что она какая-то резвая или приносит мне много турнирки, просто внешка у автомобиля прикольная, и он этим мне нравится. Я в принципе за внешки его и взял. Да, буду его прокачивать, но я не думаю, что это будет на ролике, я буду просто непосредственно его прокачивать, а потом, возможно, когда-то вам расскажу, что да, я его докачал, настроил, и он у меня в топе. Но вы, кстати, можете сами чекнуть в топ, у меня ник в игре вы все знаете, Diffie, YouTube, и там вы можете чекнуть, посмотреть, какие автомобили стоят в топе, которые нет. Скажу, что Mercedes сразу не стоит, Audi стоит, и Priora стоит, а все остальные те, что вы видели, тут не стоят тоже. Теперь давайте пройдем и посмотрим следующий автомобиль. Кстати, результат, кто увидел, ну, в принципе, плюс-минус для данного автомобиля с его характеристиками сойдет. Есть еще у меня вот такой стоковый автомобиль, и я с ним ничего не делаю, я не помню, зачем я его брал, просто взял так же самое, как и данную шестерку, но я думаю, что это для испытаний. А вот это, вообще, если честно, самый мой любимый автомобиль. Это BMW X5M на 829 лошадиных сил с такими вот характеристиками. И это лучшая тачка на моем аккаунте. Ну, это по моему мнению, она мне больше всего нравится. По внешке, да, она не какая-то супер быстрая, но едет автомобиль довольно хорошо. Да, он еще много где не прокачан, но все детали стоят те, что нужно. Просто не хватает, как всегда, чертежей. Но большинство деталей прокачано, конечно же, желтыми чертежами, да, есть и оранжевыми, но пока что больше все-таки желтых. Ну и в принципе по автомобилю все, что нужно, стоит, автомобиль настроен, едет хорошо, и я даже предлагаю, возможно, сейчас попробовать заехать на нем, заезд на время, посмотреть, как едет данный автомобиль. Я думаю, вам интересно узнать его результат. Я на нем уже давненько не катал. Я вообще, в принципе, катаю только раз в неделю на этих автомобилях, зачастую просто Audi 80 Quattro и никаких преград. Ну, потому что сервис, надо платить за ремонт движка, это лишние растраты, и я предпочитаю катать на одном автомобиле. Старт у автомобиля хороший, да, у него передачи короткие, тут стоит у меня шестиступка, настроена, в принципе, едет автомобиль неплохо. Да, иногда чуть греется, но есть тачки, которые греются и посильнее. Время у нас 12 секунд 84 сотых. Да, автомобиль и раньше и получше ехал, но пока сейчас такой результат, потому что тяжело запоминать на каждом автомобиле, как и где переключаться. Я думаю, у многих есть такая проблемка. В принципе, вы можете написать, что у вас есть интересного в автопарке. Мне тоже интересно, как вы развиваете, с чего вы начинали. То есть можете написать, вот я начал, допустим, с копейки, а сейчас у меня там Rolls-Royce Full или не знаю. Была еще у меня Гранта, но по Гранту нечего говорить. Есть, конечно же, Hyundai Solaris, это просто классика. 1336 лошадиных сил на тонну, вот такие вот характеристики. И это самый такой автомобиль, который мне сейчас не нравится. Нет, внешка сойдет, но вот то, что как он едет, как он греется, меня раздражает. Надо прокачивать, конечно, охлаждение. Автомобиля, в принципе, стоят все детали, но так же самое, как и везде нехватка чертежей. Не все я успеваю прокачивать, но большинство деталей уже прокачаны в оранжевые чертежи, но подвеска и кузов еще в желтых чертежах. Но вот то, что она греется, это реально ее минус. Вот из-за этого я не особо сейчас рекомендую прокачивать данный автомобиль, тем более, когда уже вышла новая Toyota Corolla, которая будет тоже в топе и, возможно, даже скинет Solaris, но пока такого не происходит. Да, люди на Toyota заезжают, но скинуть Hyundai пока не получается. Сейчас я вам покажу, как она едет, и едет она, мягко говоря, не очень. Возможно, я плохо настроил, я не отрицаю этого,
Но то, что вот она греется, первое на 120, потом просто переключаюсь на 8000 оборотах, и видите просто как она греется. Да, можно диностенд еще покрутить, потому что мы заходим в зону красных оборотов, а это плохо. Но с другой стороны, КПП-то я настраивал раньше, до обновы все было хорошо, сейчас после обновы придется немножко перестроить, переиграть. Ну и вообще, кстати, вот обнова выйдет совсем скоро, и мне, если честно, некомфортно, потому что одна турбинка 700 баксов, 2400, и так на каждом автомобиле попробуй поменять. Ну а вот еще один автомобиль, это ВФТС на 1891 лошадиную силу. Это тот автомобиль, который реально тяжел в настройке. Не скажу, что прям тяжело реально, но есть над чем поработать, где попотеть можно чуть-чуть. Но у меня автомобиль настроен, и настройки на данном автомобиле, как и на большинство из тех, что вы сегодня видели, есть на моем канале, можете поискать. Да, автомобиль нужно еще докачать по двигателю чуть-чуть, и в принципе все, остались так же самые чертежи. Но вообще, если вы заметили, чертежи это проблема не только у меня, а у всех их везде не хватает всегда. Зачастую есть баксы, а нет чертежей. Хотя раньше в игре было наоборот, всегда хватало ресурсов, но не хватало баксов на детали. Думаю, тестовый заезд можно и не делать на данном автомобиле. В принципе, ничего интересного нету, как он едет. Обычно стоковая тачка переключается на первую передачу на 120 и разгоняется где-то до 300. Секунд 11 едет. А вот GTR R35, который я хочу вам сейчас показать, это тот автомобиль, который я хочу до сих пор сделать из него конфиг. Просто не могу решиться, какой конфиг и как его вообще делать. У кого есть конфиг на GTR, и вы знаете, как его сделать, чтобы реально фармить турнирку, напишите мне в Телеграме. У меня сейчас, кстати, появился Телеграм-канал, еще раз вам напомню, ссылка на него есть в описании, переходите туда, и там мы будем с вами общаться. Ну вот еще одна контрактный автомобиль, это Ferrari F40 на 382 лошадки. Планов на данный автомобиль у меня нету, прокачивать его не собираюсь, просто небольшой раритет в гараже. Также помимо Ferrari у меня есть еще не менее эксклюзивный автомобиль, который я купил совсем недавно. Это Lamborghini Diablo в стоке на 314 лошадиных сил. Да, я сюда накинул спойлер для вида, поставил обвесики, слики, но по факту автомобиль не прокачанный и ждет своего свапа. Свап, я думаю, в G-класс, да, будет G уличный, но пока еще не уверен в этом. Вот его характеристики, можете посмотреть, у кого, возможно, данный автомобиль есть, можете мне посоветовать, стоит его в G уличный свапать или не стоит. И какие тут, кстати, нужны слики. У меня стоит 13/13, но я думаю, надо 14/13. А вот данный автомобиль это Lanos в D-кастами, и это первый автомобиль в данной игре, вот собранный именно так. Кому интересно посмотреть ролики про данный автомобиль, вообще как он сейчас прокачан и что с ним будет, просто перейдите на канал и посмотрите последний ролик про данную тачку. Ничего больше про нее говорить не буду. И перейдем к следующему нашему экспонату. А почему экспонату? Да, потому что это DeLorean, который у нас из контракта. Да, вот такой весь, на обвесах всякие детальки. Короче, из фильма, тачка, и в принципе больше про нее ничего не мог сказать. И пока я про нее говорю, я уже вам хочу показать вот эту вот Subaru WRX STI 2008 года на 1378 лошадиных сил. Если вы можете обратить, то пробег у автомобиля 55 километров. Это просто чепуха. Вообще на ней никогда не ездил. Автомобиль сделал месяца 2 назад. Ну, тачка, которой я вообще не пользуюсь. Вот 55 километров, это 2 автогонки. Вот как она прокачана. В принципе, практически все стоит. И, как всегда, по чертежам не очень. Ну и в принципе я на ней не катаю и не вижу смысла в нее влаживать чертежи. Выдали по разработчике 3 купона перепаковки. Я сразу перепаковал данную Subaru. Что бы я еще перепаковал? Я перепаковал бы Приору и, наверное, ВФТС. Вот это 3 автомобиля, которые мне очень не нравятся. Ну давайте хотя бы покажу, как едет данный автомобиль. Едет он, если честно, ужасно. Почему? Сейчас узнаете. Ну, во-первых, это вот такой тяжелый старт. И неважно, греешь ты резину, не греешь. Если у меня до обновы раньше тачка на данной сроке ехала нормально, то сейчас она почему-то делает пропуск, ее отбрасывает обороты назад на старте, она едет ужасно. Результат у нас 12 секунд, 74 сотые, в принципе неплохо, но тачка мне не заходит. Извините.
Может, кому-то эта тачка нравилась, не хочу вас обидеть. Просто, у меня с ней не сложилась судьба. В общем, есть такой автомобиль и есть, но я бы его перепаковал, если честно. Да, обидно, что купоны перепаковки сейчас не выдают, нужно выполнять контракт было. Знал бы я об этом раньше, я бы его выполнял, но не выполнял, так не выполнял, значит не получу купон перепаковки. А вот эта тачка это М3 Е46, и тут вообще в принципе по ней нечего сказать. 883 лошадиные силы на тонну. Если посмотреть на то, что установлено на данном автомобиле, то можно сказать, что на нем ничего практически не установлено. И если увидеть то, что тут стоят старые турбинки, если их снять, то тачка вообще потеряет ценность. Продать скупщику я не хочу, так как мне нравится очень данный кузов, но и свапать данный автомобиль пока что не готов. Просто будет скорее всего стоять, как и остальные автомобили в моем гараже. Вообще, я, кстати, когда выбирал, что взять, Ламбу или М3, взял М3, но после чего все равно купил Ламбу, которую вы уже видели. Ламбу ждет новая жизнь, а эту тачку придется пока отложить в долгий ящичек, и возможно когда-то мы сделаем какой-то проект с данным автомобилем. Ну и в общем следующий мой лот, мой автомобиль, это просто копейка для испытаний, шестерка, и в принципе все, весь автопарк я вам смог показать. Вот сейчас я вам покажу, сколько стоит вообще каждый данный автомобиль. Не буду прям показывать и рассказывать, просто пролистаю, вы можете поставить на паузу, словить тайм-код и посмотреть стоимость интересующего вам автомобиля. Но могу сразу сказать, что у меня на канале выходил шортс, в котором я сказал стоимость своего автопарка, и вы можете не останавливаться, не считать, кто смотрел, тот уже знает. И теперь говорю топ-1 моего гаража, и топ, самую хорошую, и самую плохую тачку сейчас назову. В общем, на первое место могу вынести BMW X5, а на последнее, скорее всего, расположить Subaru WRX STI 2008 года. Это лично мое мнение. Наверное, на второе место я бы поставил, даже не знаю, что мог бы и поставить я бы, наверное, поставил Audi, а после Audi уже, честно, не знаю. После Audi мне, в принципе, без разницы, какая тачка будет стоять, то ли VFTS, то ли Priora, главное, что не Subaru. В общем, такой ролик получился, не забывайте о моем телеграм-канале, с вас лайк, подписка, пишите, как вам мой аккаунт, всем пока.